Так, ага, все, работает система, все хорошо. Еще раз приветствую всех. Сейчас я поставлю на беззвучный режим, потому что, чтобы мне никто ничего не отвлекал. Сегодня я постараюсь уложиться, постараюсь 40 минут. Так как, сами понимаете, у меня мысли текут. Если у меня мысли текут, мне тяжело остановиться. В общем, вы поняли. Я постараюсь за 40 минут уложить свою всю ситуацию, которая мне сейчас сложилась, именно, в общем, с некоторыми моментами. Расскажу вам некоторые моменты. Так, сейчас я поставлю на зарядку смартфон. Это что такое? Зарядка подключена. Да я знаю, спасибо. В общем, ситуация такая. Виктор Анатольевич, киевский блогер-инвалид, на связи, напоминаю, для подписчиков новых и те, которые зрители недавно только присоединились. Значит, ситуация за это время, за вчера я сделал же видео, долгое, очень долгое, разъяснил, ответил на вопросы подписчиков некоторых. В общем, я все разложил, разъяснил некоторые моменты. Сегодня, дорогие мои, я немножко поделюсь печальными событиями еще дополнительно. Значит, по поводу моего уголовного дела, которое до сих пор висит в районном суде, скажем так, застыло на месте, на паузе. Ну, как бы вы поняли, с мертвой точки ничего не сдвигается. С 22 года, с 6 мая 22 года оно все вот это у меня там, в общем, вы поняли, застопорилось дело, скажем так. Стоит на месте дело мое уголовное. Они тянут как резину эту всю ситуацию. Хотя должен был уже быть давно условный срок там, и все. И оставить меня в покое. Нет вот это дергать больного инвалида вот это вот постоянно, по подставной статье. Ну, вы поняли, по поводу гранаты. По поводу гранаты. Гранату мне подбросили в шкаф. Если кто-то не смотрел, у меня есть видео на моем канале, есть видео. Это ему уже, с 22 года считайте, что. Это видео 22 года, как раз в мае 22 я записал видео, попозже там, не мая, в следующем месяце, да. Летом это было, в 22 году, где-то приблизительно так. Я записал видео, и там все подробно изложил. Вы можете найти это видео. Сами понимаете, уже много лет прошло, 5-летней давности считаете. Но это долго искать, конечно. В общем, кто захочет, тот найдет. Есть видео, мои самые первые. Но это долго искать, правда, придется по каналу идти. На самые первые видео, самые первые. И там я рассказываю о своем деле уголовном, там я все подробно рассказываю. Здесь я вкратце расскажу, подробно не буду, это долго будет. Значит, 6 мая 2022 года сотрудники СБУ, Служба безопасности Украины, вместе с местной районной полицией, в общем, ворвались ко мне в квартиру. Ну как, они позвонили, показали ордер на обыск, типа как бы начали, положили меня лицом на землю, меня, инвалида, больного человека, который и так не видит ничего далеко, положили на пол меня, дальше начали здесь типа делать обыск, и тут бац, я знал прекрасно, что у меня ничего подобного, запрещенных никаких предметов быть в квартире не может. Я это знал. И мне подбросили в шкаф, скажем так, гранату. Но граната была не та, что многие думают, а промышленного типа граната. Мне подбросили компетентные органы, в общем. Статья оказалась подставной, в общем, вы поняли. Ну и плюс мне вменили вину в коллаборации. Это антиукраинская деятельность, в общем. Вы поняли. Что я типа, я поддерживал соседа-агрессора Россию, страну-террорист. Вот так вот это было тогда, в мае 22 году. И дальше пошли крутить это дело, раскручивать там. Привели здесь двух бабуль, глухих, слепых, в общем.
уже в возрасте, не знаю, где они нашли этих свидетелей. Ну вы поняли, обыска. Что они могли там подтвердить, эти бабули? Я помню, как это все было. Я прекрасно все помню, хотя прошло 5 лет, а я все прекрасно помню. В общем, такая себе тема, я вам скажу. Ну и вот как-то так вот. Это вам просто для понимания всей ситуации. Вот так у нас это все происходит. По беспределу, по беззаконию. Ну, дальше, в общем, я начал на весь мир кипишевать. Обратился в разные международные инстанции правозащитные. В общем, я немного пошумел, скажем так. Ну, и в общем, дальше менялись прокуроры в моем деле. В общем, менялись у меня адвокаты государственные, бесплатные, потому что на платного адвоката у меня денег нет, чтобы нанять мою защиту, как бы. В общем, много чего менялось, и сейчас, в принципе, так остался там один адвокат, но он такой, знаете, ну как вам сказать, ни рыба, ни мясо ему наплевать, ему просто для галочки надо отбыть заседание, как бы, и все, его больше ничего особо не волнует, ну вы поняли. Как-то вот такие вот дела печальные. Ну и что касается все остальное, ну, судья у меня только одна за эти все года, стабильно. В общем, как-то так вот. А все остальные менялись за эти года, чтобы вы понимали. В общем, вот так вот у меня тянется до сих пор это дело, уголовное дело. Значит, по первой, первое обвинение, по первой статье, это украинская, это закон Украины, в общем, уголовный кодекс, короче. УПК Украины, это статья 111, часть 2, в общем. Антиукраинская, ну, коллаборационная деятельность. Ну, так это называют у нас. В общем, вы поняли. Здесь я не отрицаю, да, чудил, да, заблуждался, да. Было такое раньше, поддерживал Россию. Было такое когда-то. Было, я не отрицаю. Это было, да. Уже давно прозрел, уже давно все понял, увидел Россию, какая она на самом деле. Весь русский мир я весь прекрас, как говорится, увидел. Когда на мой город начали лететь ударные дроны, ракеты и все прочее. Мерзость. Жизнеугрожающая. Я быстро все понял, что из себя на самом деле представляет руководство России. Ну, в общем, вы поняли. Как-то так вот. Что еще? А вторая половина обвинения, вторая часть, это статья... Ой, блин, сейчас... Что-то мне сейчас выпало с головы. 362, кажется, тоже. В общем, УК Украины, в общем, Уголовного кодекса Украины. Это незаконное хранение взрывчатых веществ. В общем, как-то так вот. Вот так, поэтому всему тему, короче, меня... Ну, а здесь подставная статья. Это я не признавал тогда, и не признаю сейчас, и никогда это не признаю, потому что это мне не было никогда, это мне подбросили во время обыска. Я на этом настаивал и настаиваю. И требую, чтобы этот беспредел закончился. Вот и все, как-то так вот. Я прекрасно помню и прекрасно знаю, что у меня в доме было, а чего не было. Я все прекрасно знаю, что у меня есть, а чего нету. Мне со мной такие фортели не прокатят, как говорится. Вот эти фокусы дьявольские. Со мной это не прокатит. Поэтому я знал прекрасно, у меня этого быть не могло. Мне это подбросили во время обыска. Компетентные органы. Вот моя, скажем так, претензия. Как работает вот наша система. Понимаете, да? Правоохранительная. Когда тебя могут просто подбросить и обвинить. Просто вот так, на ровном месте. Можно попасть на большие неприятности с законом. А потом доказывать, что ты не баран этой системе сатанинской. Понимаете? Вот так это все печально происходит. Ну, в общем, как-то так, чтобы вы понимали. Я просто разъяснил.
Если я не ошибся. Да, со статьей, с теми статьями я не ошибся. Да. Ну, где-то у меня там есть эти дела, бумаги, я сейчас не хочу доставать там, смотреть. В общем, суть такая, кто захочет, тот более подробно посмотрит наш уголовный кодекс, или УПК наш посмотрит, полистает. Там все это есть, в общем. Вот такая у меня ужастик. И это тянется, мое дело уже тянется уголовное, ну вот, считайте, ну, с 2022 года, вот считайте, 26 год сегодня, август. Вот считайте, сколько тянется мое дело. С мая 22 года и по нынешний 26 год. Вот считайте, сколько тянется мое дело уголовное. Никак не могут его завершить там, ну, как говорится, закрыть. Вот такой вот творится ужастик. Тягают больного инвалида вот по этим заседаниям, вот это вот. А они зачастую, знаете, вот, ну, пустые, просто пустышки. Ты пришел для того, чтобы услышать, что кто-то там не смог явиться, либо что-то переносится по каким-то другим причинам. И только ради этого социальная служба меня на такси социальном возит туда на судебное заседание. То есть мы просто приехали, посидели, послушали, что там что-то опять не получается, судью что-то не устроило, и пересмотр дела дальше и продлевается, и так по кругу все одно и то же идет вот так, знаете, без остановок, без изменений. Вот так это у нас работает все. В общем, как-то так вот. Ну, в общем, я вам вкратце рассказал, как это все происходит. Причем их не смутило, что я больной человек, что я инвалид. Их ничего не смутило. Но здесь обломилось, потому что я начал поднимать кипиш, шуметь на весь мир, как говорится. Я же блогер все-таки инвалид. Я начал свою защиту и там обратился в организацию одну по защите прав инвалидов. И, в общем, и западную одну организацию обратился, там, европейскую. В общем, там хватает этих организаций по защите прав таких больных людей, как я. Ну и, в общем, не знаю. Может, из-за этого наши решили немножко, так сказать, обороты свои, так сказать, прикрутить. В общем, такие вот дела. Я даже в офис ООН в Киеве по правам человека жаловался. Даже и туда жалобу направлял. О беспределе. Что творит эта система сатанинская. Ну, в общем, вы поняли. Да, вот так вот. До этого, до одного органа известного всем, до ЕСПЧ я еще не дошел. До ЕСПЧ я не направлял жалобу туда. Хотя хотел очень. Но люди мне умные сказали, что это будет очень долго тянуться, ты долго будешь ждать, в общем. Нет, послать можно, направить жалобу. Но это будет очень долго, можно ждать ответа. Очень долго рассмотрения можно ждать. В общем, как-то так вам для понимания всей ситуации. Я говорю, что я хотел, конечно, в ЕСПЧ еще направить жалобу. Ну, в общем, посмотрим, как оно на будущее будет. Так вот все у меня случилось. В общем, такие вот дела, дорогие мои. Вот это с моим судом до сих пор тянется. Ну вот 15 сентября, что они там решать, не знаю, как оно дальше будет. Или опять будет, как говорится, растянут как резину мое дело. Понимаете, да? Ну, на заседании, ну, стандартная процедура. Кто присутствует на заседании, присутствует стандартно. Это судья сама, ее секретарь судьи, то есть помощница. Присутствует адвокат мой государственный бесплатный. И присутствует прокурор. Ну, вы поняли, со стороны обвинения. Ну, вот в основном и моя социальная работница рядом со мной присутствует. Как сопровождающая лица с инвалидностью. Ну, в общем, как-то так вот. Вот так это происходит. Ну и все, больше никто, особо больше никто, ну, как бы не присутствует. В общем, такие вот дела.
Ну, не знаю. Иногда бывало, что там свидетельница одна присутствовала какая-то, которую я вообще в глаза не видел и не знаю, кто она такая вообще в помине. Понимаете? Какое впечатление, что они каких-то левых берут вот где-то с улицы, там, не знаю откуда. И просто вот, ну, типа, вы поняли, подставные лица. Подставные свидетели, типа. Вот такой вот беспредел творится. Что я этих лиц не знаю. Кто там присутствовал, тогда было как-то один раз, потом больше не присутствовала она. В общем, я не знаю, кто такая вообще. Я никогда ее знать не знал и не видел никогда. Вообще ни у меня в доме, нигде. Откуда она взялась, эта свидетельница, я ей понятия не знаю. Понимаете, вот такой вот беспредел творится. В общем, такие вот дела, в общем. Ну, что еще? Когда меня судили еще было до этого, в 2018 году, за сепаратизм, так называемый. В украинском законодательстве это УПК у нас, сейчас, подождите, это у нас УК, сейчас, подождите секунду. Эта статья была у меня 109. Да, 109, часть 1, по-моему, была у меня. Ну, вот так как-то, короче. Так, это была та еще тема. Но там обошлось все, год условно я тогда получил. Тоже там тянулось где-то 1,5 года. Недолго они тянули это дело. Потом все решилось. И все. Ну, я этот срок покосил, условный. В общем, как-то так вот. Тот срок я условный погасил. Ну, в общем, все. Вот такие вот дела. А это сейчас, это тянется уже долго-долго, вы же видите. 5 лет уже тянется дело. Шутка ли сказать. Вот так как-то. Ну, что могу сказать? По этому вопросу я вот, видите, вам разъяснение дал некоторые. В общем, такие вот дела. Ну и у меня еще есть одна моя, теперь перейдем к моим житейской моей ситуации, которая у меня произошла. Я узнал недавно. В общем, в связи с тем, что у меня тогда, когда вот эти компетентные органы изъяли у меня мой компьютер во время обыска, мощный, хороший был у меня компьютер, до нынешнего старого, ну, слабого нынешнего компьютера, со слабым железом, так у меня изъяли. У меня не было возможности дальше работать. Я потерял возможность брать заказы частным образом и зарабатывать себе. Ну, 3D графика, то есть интерьер, экстерьер, там, здание, то есть, вы поняли, такое вот. Ну и сайты потерял возможность тоже сопровождать, то есть заполнять карточки товаров. Вот такая печалька, дорогие мои. В итоге, пока вот это у меня не было возможности, я потерял же компьютер, а этот, который я приобрел потом по дешевке, по очень дешево приобрел его, этот БУ, компьютер со слабым железом, нынешний мой, слабый, ну, я уже потом понял, что на нем делать ничего толком невозможно. То, что я раньше делал. И в итоге, пока я вот тут что-то пытался решить, в общем, я потерял всю клиентскую базу свою. В общем, вы поняли. И в итоге у меня фактически не осталось ни одного клиента, которого я знал раньше, которому можно было бы, вот, допустим, если у меня появится компьютер или ноутбук для работы, чтобы можно было с 3D графикой работать. Ну вы поняли, здание проектировать. В итоге у меня нет уже такого человека, которых я знал. Все, у меня вся клиентская база, считайте, что потеряна. Все, я потерял. За эти года я потерял всю клиентскую базу. Потому что работать я же не мог. Потом потому, что умел по своей, так сказать, специализации. Напоминаю, что я это все умею делать, работать с 3D графикой и наполнять контентом сайты различные. Я умею, но это все я могу делать. Я это все делаю без дипломов, в общем. У меня дипломов на это нет. Об этом. Я самоучка. Самоучка. Понимаете, да? Поэтому, ну, уж как есть уж. Не профи, то есть. Я не профессионал. Но я умею это делать. Более-менее я умею это все делать за компьютером. А теперь у меня уже как несколько лет я уже не могу этим заниматься. У меня нет возможности купить на хороший такой крутой, суперсовременный, мощный компьютер для работы. Мне нет возможности, я даже ноутбук не могу себе позволить купить.
Я искал в разных сайтах, там на объявлениях разных, искал БУ ноутбуки для работы или компьютеры БУ. В итоге у меня не получилось ничего с людьми договориться, люди не захотели уступить там. И, в общем, мне не получилось сделать заказ у них, ну, купить, скажем, БУ компьютер там или ноутбук. Не получилось мне договориться. Хотя они были вполне, эти системы были вполне годные для работы с 3D графикой. Я посмотрел по характеристикам, абсолютно были пригодны. Но люди завысили очень так для меня, ну, существенную сумму, которую я не в состоянии был бы оплатить никак. Не смог бы купить у них за такую сумму, за такие деньги, которые они предложили. В итоге пришлось отказаться. Ну и в общем вы поняли, я в итоге без работы, без ничего. А на этом компьютере это просто ужас. Здесь невозможно нормально, я уже как-то объяснял. На нем ничего делать нормально невозможно, он часто зависает. То есть открыть браузер Google Chrome и Telegram невозможно одновременно. То есть я имею в виду, ну, поочередно, но чтобы они вместе вот работают, они оба начинают забивать оперативную память до упора. И система начинает, ну, конечно же, тормозить. Очень. Причем конкретно так. Что ничего делать фактически невозможно. Здесь либо браузер Chrome держать открытым, активным, либо Telegram открытым программу. Здесь одно из двух. То есть, ну вот так получается зачастую. То есть вместе не получается. Вот такой вот ужастик. Я вам просто даю понять. Потому что на 3 гигабайта оперативной памяти, согласитесь, по сегодняшним меркам нынешних программ, ну ничего, ты никак не разбежишься на 3 гигабайта оперативной памяти. Ну никак. Как-то так вот. Вам просто для понимания всей ситуации печальной. У меня нет денег на дорогой компьютер. На хороший компьютер, мощный, нету. Даже на БУ не могу себе позволить купить, выделить. Не с моим мизерным пособием по инвалидности. Увы. В общем, я остаюсь без денег, как говорится, без доходов, без ничего вообще. Сижу просто за счет помощи местных добрых людей, что копеечку мне кидают на карту. И я так могу как-то что-то себе позволить купить там из продуктов, там заказать или из лекарств. В общем, вот как-то так я сейчас вытягиваю. Потому что его пособия же не хватает на месяц, я в прошлом видео говорил. В общем, я разъяснил некоторые моменты, и у меня очень печальная новость, видите, я вам сообщил. А набрать новую клиентскую базу, вы себе, дорогие мои, не представляете, подписчики, что значит набрать с нуля клиентскую базу. Это годы времени нужно для меня. Я предыдущую базу клиентскую набирал годами. Я за 4 года ее набирал. За 4 года я еле эту клиентскую базу, как говорится, себе набил, как говорят. Набрал. Теперь все. Я растерял эту всю базу. В один миг. Все. Бац, и нет. Все. Теперь нет клиентской базы. И чтобы мне опять набирать клиентскую базу новую, мне нужно опять, ну, годы, понимаете, потратить времени на это. Вот так вот как-то, чтобы вам для понимания ситуации. Но сейчас это бесполезно, потому что все равно же не работать-то не на чем. Нет у меня рабочего оборудования. То есть те компьютера или ноутбука мне нет рабочего. И ноутбуки тоже проблема. Там везде эти небольшие экраны 15-дюймовые. Но для меня это мало 15 дюймов. Для меня плохо будет работать на таком ноутбуке. А такие, что как вот 19 дюймов, таких я не встречал. Ноутбуки такие. С такими экранами. Я таких не видел нигде, не встречал. Поэтому здесь получается только мне нужен просто вот компьютер и новый, ну, более-менее нормальный монитор, потому что с этим бывают проблемы. Он бывает тоже с монитором. Не всегда включается вовремя. И, в общем, для того, чтобы он включился, нужно танцы с бубном, образно выражаясь, проделать, чтобы он включился, чтобы он отображался монитор. Ну, то есть, понимаете, да? Ой, это целая тема, блин, капец просто. Ну, монитор тоже БУ, тоже дешевый БУ монитор, старый. В общем, он плоский, он ЖК монитор, но он, как сказать, тех времен еще, десятилетней давности, скажем так. А то и больше, ему больше 10 лет ему, этому монитору. В общем, как-то так, он для понимания ситуации. В общем, вот моя вся ситуация жизненная, я вам рассказал, расписал, какие у меня проблемы. И почему я не имею возможности себе заработать никакую копеечку. Получается только просить. Все.
Вот такой вот ужас. А здесь невозможно ни память расширить оперативную, ничего ты не можешь здесь толком поменять, сделать в этом нынешнем моем компьютере со слабым железом. Просто ничего невозможно. Сюда подобрать проблема. Подобрать сюда проблема к нему. Все более-менее, помощнее. Это целая проблема фактически невозможно. Я специалисту там одному рассказал, показал модель своего нынешнего компьютера, старого этого, слабого. Он сказал, Виктор, здесь, говорит, здесь только замена на более новее компьютер. Здесь других вариантов, говорит, нету. Ты ничего тут не поменяешь, ничего ты здесь не сделаешь уже. Это только замена его, просто менять весь. То есть компьютер на другой, более мощнее. Но, говорю, я понимаю, но у меня средств не позволяет мои средства заменить компьютер на более мощнее. Увы, к большому сожалению, я ничего поделать не могу. Взять мне эти денег негде. И в кредит мне никто не даст, потому что я нетрудоспособный инвалид с детства первой группы. Понимаете, никто мне не даст кредит. Вот так вот как-то. Вот такая вот печаль. И все. Без вариантов, как говорится. Здесь только если какой-то там благодетель мне поможет, какой-то обеспеченный человек или обеспеченные люди помогут мне приобрести компьютер для работы. С нормальным монитором. В общем, вы поняли. Более новее. Который нормально будет функционировать. Ну и компьютер нормальный. Если только мне кто-то профинансирует это дело, тогда да. Может что-то и получится. Тогда смогу вновь как-то что-то, понимаете, как-то что-то зарабатывать, как какую-то копеечку себе. Брать заказы, как раньше, как когда-то это до 22 года это делал. И как-то, вы понимаете, какую-то копеечку зарабатывать. А так, увы, так нет. Только просить помощи. Мне только и остается, больше ничего. До того я просил, но редко очень просил. Не всегда же были у меня заказы. Знаете, заказы. Сегодня густо, завтра пусто. Знаете, вот сегодня есть заказ, завтра нет заказа. Да, к примеру так. У меня не было так, что постоянно. Не, у меня это было периодические заказы. На проекты 3D зданий, интерьер, экстерьер, на заполнение сайтов. Там. Но это все были, знаете, одноразовая работа такая, знаете, на короткое время, на короткий период. Вот, в общем, как-то так вот. А так, чтобы серьезно, постоянно, у меня такого, к сожалению, не было. Поэтому, я раньше мало просил у людей помощи местных, потому что мне была возможность, у меня был компьютер нормальный, я мог заработать, себе позволить. И там монитор у меня был хороший. Они же у меня компетентные эти органы, зараза. Они же забрали у меня всю мою, скажем, технику компьютерную. Забрали монитор хороший, нормальный, новый, кстати. Я тогда купил по акции, по скидке купил, в интернет-магазине заказал. Монитор забрали. Компьютер мой забрали тут хороший. Клавиатуру и мышку даже это забрали. Вы представьте себе. Все забрали у меня. Изъяли. Тогда. Я вспомню. Я в шоке был, я в ужасе. На них такой злой был за такой беспредел, что творится. В общем, вот такое вот. И все. Меня лишили фактически, возможности, меня инвалида, больного человека, лишили возможности какую-то себе копеечку дополнительно моему пособию мизерному, копеечному зарабатывать, иметь. В итоге мне ничего не оставалось, как вновь возобновить регулярные просьбы о помощи местным добрым людям, чтобы выжить. Потому что у меня другого выхода просто нету. Нету ни другого выхода. Вот и все. Вот такая вот печальная ситуация у меня сложилась в жизни. Все, я заканчиваю. Я вам все рассказал, дорогие. Не буду сегодня долго. Я обещал, что недолго. Опять меня подписчики некоторые укоряют, ругают. Там в Телеграм мне писали уже в личку. Мне писали в личные сообщения в Телеграм, что я слишком долго видео у меня. Извините уже, я же объяснял уже. Я человек после инсульта все-таки. Прошу прощения, мне тяжело мысли формулировать. Я пока их сформулирую в голове, пока озвучиваю, пока все это туда-сюда, в общем, мне это непросто, мне сложно. Уж извиняйте уж, я больной человек, так что привыкайте уже как-то. Если кому-то очень напрягает, что у меня долгие видео очень, вы просто берите и перематывайте. Ставьте на более быструю чуть-чуть скорость, чуть-чуть быстрее. И вот так вот слушайте мои речи. Так будет быстрее, сэкономите свое время. И все. Я ничего больше посоветовать не могу по этой теме.
В общем, я все рассказал, мне уже особо добавить нечего. Я просто вчера, ну, как бы и так много рассказал чего. Скажем, свои моменты, своей сложной жизни, тяжелой. Ну, а сегодня решил немножко вот дополнить моменты, которые я узнал. Вот сегодня я потерял последнего клиента из своей базы. Фактически всех клиентов я потерял. И теперь заново начать не получится. То есть, имею в виду, этих клиентов брать, ну, у них заказы выполнять, у меня уже не получится. Они уже других, все, они к другим перешли и другим оплатили, как сказать, за заказы. Все, я потерял возможность зарабатывать. Все. Мне нужно теперь с нуля снова создавать клиентскую базу себе, пополнять. Вы представляете, это какой труд? Это сколько, 4 года работы пополнения базы, формирования базы клиентской. 4 года на смарку просто впустую ушло. Бац, и все. За короткое время, бац, все. Вся база, я потерял всех клиентов. Потому что люди не будут годами ждать, пока я тут смогу, что-то решу. В общем, вот такая вот ситуация. Вот и все. Я в итоге, я же говорю, все. Сегодня от меня я потерял последнего клиента, и то у него терпение было очень... Я очень, знаете, удивился, но у него железное было у того человека терпение, а теперь все, он уже сказал, все, больше не могу ждать. Ну и все. А теперь не знаю, что делать. И сейчас заказы не так идут, как раньше, сами понимаете. Сейчас тяжело во всем, во многом тяжело. Тем более у нас в стране война в Украине, сами понимаете. Все, сейчас не до этого людям, в общем. Сейчас в основном вот у людей другие приоритеты сейчас. Скажем так. Но опять же, если мне вдруг предложат, допустим, на будущее, если вдруг мне получится с моей техникой, с компьютером, с монитором вот решить вопрос нормально, чтобы у меня для работы было, появится вдруг. Если мне вдруг поступит предложение, допустим, что-то спроектировать для, ну там, войны, для армии, я этого делать не буду, потому что я пацифист, я служитель Иеговы Бога, я против войны категорически. Я не буду работать на войну. Я против этого. Я против этой дьявольщины. Против этой войны. Потому что война это от сатаны. А я служитель Иеговы Бога. Я во свете, а не во тьме нахожусь. И я не буду, как праведник, выполнять, ну, скажем так, вот такие вот заказы от лиц, которые работают на сатану, на зло, на антихриста. В общем, как-то так вот. Я понятно, думаю, объяснил. Я против войны, категорически. Я ее не поддерживаю. Всеми фибрами своей души ненавижу эту войну. Это все, что с этим связано. И нет у меня уважения к тем лицам, которые это все поддерживают сознательно. Понимаете? Вот такие вот дела. Потому что это все дьявольское. Вот и все. Поэтому я откажусь сразу. Сразу говорю заранее. От таких заказов я сразу же отказываюсь. Категорично. Все, без разговоров. Вот такие вот дела. Ну и если вдруг тоже там наполнение сайтов контентом, тоже если там мне вдруг как контент-менеджеру предложат там какой-то сайт, связанный с воинистикой, с войной. Вы поняли, что это такое похожее, связанное с этим, скажем так, ну, сопровождать, скажем так, наполнять его контентом. Я тоже откажусь, потому что я сказал, я на войну, на дьявольское я не работаю. Я не участвую в бесплодных делах тьмы, не участвую в делах сатаны. В общем, как-то так. Я против войны категорично. И все, что с ней связано. Вооружение и всего прочего. Я против этого всего. Категорично против. И все. И жирная точка на этой теме. В общем, как-то так. Вот и все. Я все, в принципе, рассказал, уже добавить точно мне нечего. Ну и, в общем, у меня там кое-что лежит на всякий случай. Это на судебное заседание у меня там кое-что лежит.
Давно, оно еще с 18-го года у меня там лежит. Зараза. Пузырек маленький. У меня лежит там. Водичку капнул, 2 капельки и все. Знаете, там потом выпил водичку, достаточно одного глоточка. Или 2, и все, и ты уже отлетел, отошел. Ну, там, в общем, такая штука. Такая. Когда-то мне давно, в общем, одни люди сделали там, на всякий случай. Ну, я в 18 году я опасался, что меня могут, не дай бог, закрыть, как говорится, определить. Туда, где я не выживу 100%, где я погибну, там, загнусь. Поэтому я, как говорится, думал, все, приму пузырек, и сердце мое остановится быстро, и все. Я просто уйду на покой. И все. И буду спать смертным сном. Только не туда. Для меня лучше смерть, чем те места столь отдаленные. Я человек больной, я не выдержу там. Не смогу. Мне там хана будет, просто конец. По здоровью просто не вынесу. И по психике тоже. Ну и в общем вот такие вот дела. Поэтому я уже думал, приму пузырек и все. Ну, водичку капну там и все. И пока. Принял и все. И отошел, как говорится, в мир мертвых. И в 22-м я приготовил этот пузырек. У меня он остался с 18-го года. Он может храниться, ему нету срока годности, он не имеет. И это вещество там в пузырьке может храниться. Столько, сколько тебе надо. Держишь. Когда нужно, бац, применил, принял, все. И отошел в могилу, как говорится. У меня это все есть. У меня это все заготовлено на всякий случай. Если эта сатанинская система посмеет что-то там против меня козырять, как говорится, что-то там пытаться против меня. Я сказал, я сразу приму действие радикальное. Ухода на покой. Я человек больной, меня лучше не нервировать. Они знают, там они прекрасно знают. Так что у меня все готово, на всякий случай у меня все заготовлено. Поэтому по их не будет ничего. Будет только по-моему, как я сказал. Отставить меня в покое. И не терроризировать меня, больного человека. Вот и все. Я давно все заготовлено, что мне нужно, я там кое-что приготовил. Но это самый такой, знаете, уже, это на крайний уже случай. Но у меня готов этот вариант. А что другого выхода у меня просто не будет. Я не позволю над собой издеваться. Я же говорю, не получится ни у кого ничего, ни у этих слуг сатаны ничего не получится против меня. В общем, как-то так вот. У меня четко все уже подготовлено. Я чел конкретный. Пузырек у меня лежит с веществом нужным. Там делов 2 секунды и все, и нет меня, как говорится. Принял и ушел, как говорится, в могилу. Ну, в общем, вы поняли. Так что у меня все готово. Но они там знают. Они знают о моих намерениях. В принципе, они уже давно знают. Еще с 18-го года они там все знают. Ну, в общем, как-то так вот. Так что моя смерть, если что, будет на совести этих чертей поганых в погонах, которые терроризируют граждан своей страны, не дают покоя нам. Тут и так хреново. Ты не знаешь, блин, как тут пропитаться, зараза, на месяц. Мучаешься постоянно. Ни лекарств не хватает, постоянно денег. Ни на лекарства, ни на пропитание, ничего ж не можешь себе позволить, не полечиться, ничего ж. Еще вот это вот. Нервотрепка, блин. Ну, я уже привык за эти года, что вот это надо время от времени там они 2 раза в год могут тебя дернуть на судебное заседание. Причем просто впустую, напрасно. Ну и все, на этом все, как говорится. В основном вот так это у них происходит. Ладненько, я все рассказал, мне добавить уже нечего. Все, я буду заканчивать. Сколько там времени? Ух ты. Все, это моя речь, я все рассказал, разъяснил. Вот вам некоторым заодно и как раз, ну и здесь ответ тоже дал. Ну, меня не спрашивали здесь подписчики в этот раз. Но я просто уже заранее как бы дал развернутый ответ. Может у некоторых вопросы возникли. Ну мало ли, они еще не задали. Я уже заранее вот опередил и задал, и уже ответил на некоторые вопросы развернуто так. Развернул немножко тему. Так что вот такие вот дела. Ну, место заседания я указывать не буду. Хотя можно было, но особого смысла не имеет. Все равно без регистрации у
секретаря судьи вы не сможете присутствовать на моем судебном заседании. Поэтому смысла там особо нет. Время, напоминаю, 11:30, 11:30 дня, по сути. Ну, для меня это день как бы. Поэтому, если хотите, задайте, спросите мне. В общем, в личные сообщения в Телеграм. Я дам адрес, расскажу, где это, куда это прийти, если у вас кого-то в местных будет интерес. Можете вы присутствовать, только предварительно зарегистрируйтесь у секретаря судьи. А если хотите, напоминаю... 19 часов. Напоминаю, еще раз напоминаю, в предыдущем видео я рассказывал. Значит, когда в 15 сентября на 11:30, ну лучше чуть-чуть раньше приходить, вы явитесь на заседание, помимо регистрации у секретаря судьи нужно спросить разрешение на видеозапись, если вы захотите снять видео моего заседания. Но опять же, здесь это будет разрешено только, хотя заседание открытое, судебное мое, но будет разрешено только с разрешения судьи, никак иначе. Ну вот так у них такие порядки у них. Вот и все. Нужно получить разрешение у судьи. Вот так-то так. Я все потом разъясню в личных сообщениях в Телеграм, я все расскажу. Кого это заинтересует, кто захочет поучаствовать. Хотя, что там особого? Ничего особенного. Я говорю, ничего такого выдающегося там, я думаю, не произойдет в этот раз, как и в предыдущие. Мы приедем с работницей, меня социальная служба на такси своем привезет, в социальном такси. Мы там посидим, потратим, ну, часик времени где-то приблизительно, около часа времени. Судья скажет, что кто-то там не явился, или что-то еще там. Ну и все, и перенесет на какую-то другую там неопределенную дату. Ну, приблизительно так это происходило до этого. Так, я думаю, произойдет и дальше. Думаю, ничего нового особо. Я так подозреваю. Ну, в общем, такие вот дела. Тех свидетелей бабулек они предоставить прокурор не может привести по ряду причин. Не может их привести, они присутствовать не могут. И, в общем, получается такая тема, что... Ну, вы поняли. Ну, а левых каких-то... Ну, я же на суде-то скажу, что я их не знаю. Я их вообще никогда в жизни не видел. Они дома не были. И все. Я начну отрицать. То есть, это будет выглядеть со стороны так, что подставили свидетели. Подставные, понимаете, да? Левые свидетели. Ну, так, как говорят еще в народе. Вот и все. Потому что я тех бабулек запомнил. Хорошо их запомнил. Я помню тех бабулек, которые были в качестве свидетелей моего обыска в квартире. Ну, у меня обыск, когда делали компетентные органы. Я все это помню. Поэтому с ними, поверьте, я никого не перепутаешь с ними. В общем, как-то так вот. Так что я их узнаю, если что. Быстро узнаю. Вот такие вот дела. Ну, понятно, что мне надо близко подойти, чтобы рассмотреть их. Это понятно и дураку. У меня такое право будет, как у инвалида по зрению, как у больного человека. Потому что я что далеко не вижу, сами же понимаете. Поэтому я только смогу их близко рассмотреть вблизи. Я так смогу их, как говорится, распознать, узнать. Были ли они, присутствовали ли, если прокурор их в этот раз привезет. Если привезет. В общем, вы поняли. Как-то так вот. Я их узнаю. Узнаю хорошо. И по голосу, и по виду я их узнаю. Я же их близко видел, вблизи. Я же их видел. Поэтому, ну, вы поняли. Конечно, я их узнаю. И услышу по голосу, и узнаю. А слух у меня хороший. У нас, у слепых людей, у нас слух лучше, чем зрение. Ну, когда у нас проблема со зрением, у нас со слухом хорошо. Слух-то четкий у меня. Слышат, у меня слух хороший. Дай бог каждому из здоровых людей со зрением такой слух иметь, как я имею. Ну, в общем, вы поняли все. Вот такие вот дела. Ну, все, в принципе. Я все рассказал. Я не знаю, как оно будет там в этот раз, это судебное заседание. Но в прошлый раз это было так, как я выше описал. Ничего особенного, выдающегося там не происходит. Сподвижек в моем деле никаких особых я не вижу. Кстати, большинство материалов мне не предоставило.
ни следствие СБУ, ни вообще районный суд мне не предоставили материалы. Большинство материалов мне предоставлено не было. Мне предоставили урезки с моего дела, в общем, копии моего дела, некоторые фрагменты, сокращенный вариант, скажем так. И все. И на этом все. Иди гуляй, как говорится. Вот все, что мне предоставили, и то не на моем родном русском языке, а на украинском. Мне пришлось это все переводить, я напоминаю, с помощью специального Google приложения. Мне пришлось переводить эту речь всю для себя, чтобы ее понять. Ну, в общем, вы поняли. Программа мне перевела, я озвучила все, прочитала на моем языке, и, в принципе, я все понял суть. Это было сложно, я вам скажу сразу, потому что навести камеру для меня, как человека с плохим зрением, для меня навести камеру на документ и зафиксировать текст, это было целое, это еще тот титанический труд был, зараза. Это еще тот, мне пришлось тогда, ой, как постараться, чтобы перевести эти документы на мой родной язык, чтобы по ним понять суть, что там о чем там. Понимаете? Это, ну, для меня пришлось приложить титанические усилия, чтобы камеру навести, чтобы оно корректно все захватил текст камеры, и это приложение Google Lens, чтобы оно охватило этот текст и перевело мне, в общем. Это целая тема, я вам скажу откровенно. Это не так просто. Мне это далось очень большими титаническими усилиями, понимаете, да, и то не с первой попытки. Да, это чтобы вы просто понимали. Пришлось немножко повозиться, помучиться чуть-чуть, чтобы понять текст на моем родном языке, о чем там говорится. В общем, как-то так вот. Ну, в общем, такие вот дела. Если кого-то подробно интересует о моем деле уголовном, говорю еще раз, ищите пятилетней давности видео, и у меня есть на YouTube канале моем этом, и я там показываю, рассказываю, в общем, все, я там все, в принципе, что к чему, я там подробно более все рассказываю. Ну, в общем, как-то так вот. Думаю, все поняли. Кого заинтересует, те поищут. Ну, это долго, я понимаю. Нужно очень много видео моих личных, как говорится, перелистнуть на YouTube, в моем канале. Но я думаю, найдете. Пятилетней давности. Ищите сразу. 5 лет назад. Раз-раз. По датам сразу. И найдете там по годам видео мои. В общем, как-то так. Но если у кого будут такие ко мне вопросы еще дополнительно, в личные сообщения в Телеграм, все, я на все отвечу. Как мне, если у меня будет время, я отвечу обязательно. Потому что мне сейчас нужно проводить кучу переговоров о оказании мне помощи материальной. В общем, кучу проблем. Проверяю, извините, не течет ли кровь из носа. У меня бывает иногда, когда я сильно разнервничаюсь. В общем, у меня бывает последствия. То есть бывает кровь из носа течет. Вот такой у меня ужас. Настолько у меня слабое здоровье. Психика настолько уже деградировала, что капец. Просто ужас. В общем, вы поняли. Поэтому приходится мне вот так, не сладко. Нервы уже на пределе от этой всей дьявольщины, от этого всего, что творится. В общем, ничего хорошего, я же говорю. Не жизнь, а просто вот как русская рулетка. Одни мучения, страдания и стрессы. Вот такая жизнь. Вот у меня и у меня подобных. У меня подобных. В общем, вы поняли. И ничего хорошего нету в жизни, зараза. Никакого просвета нет, зараза. Я пытаюсь найти помощь и так, и такую, и такую. И я уже одного человека спрашивал, может ли он мне помочь оплатить тому человеку, тому парню за его ноутбук, как говорится, БУ, выкупить, бывшего употребления, ноутбук для работы мне. Пусть хотя бы так, я не знаю уже как-то так. А там я поставлю специальную программу, которая для людей, у которых плохо со зрением. И она мне будет увеличивать там все изображение, я так смогу, может, как-то работать там более-менее. То я уже думаю, может таким вот пойти ходом. Ну а чё, пусть у меня ноутбук будет с батареей рабочей, все. А почему бы нет для работы ноутбук? Если с компьютером проблема при хотя бы ноутбук. А человек предлагает в разы дешевле, чем он стоит, тот ноутбук такой в новом виде. Ну вы поняли, упакованном виде, новом, заводском. Конечно, он будет дороже там. Я посмотрел, я вам говорил уже, сколько стоит такой ноутбук для работы. А здесь, ну, вообще, считайте, что, ну, как, не то, что полстоимости, даже меньше человек предлагает его.
Ну вот я не знаю вообще, как-то так вот. А для работы хотелось бы, конечно, иметь устройство себе. Компактное для меня, удобное. Чтобы не тормозило ничего, чтобы нормально все работало, все программы, все, что нужно, чтобы все работало. Чтобы я, как и прежде, мог брать заказы и не просить постоянно у людей помощи, чтобы выжить, а чтобы я мог брать заказы у людей, в общем, вы поняли, и зарабатывать себе какую-то копеечку дополнительную, небольшую пусть, хоть что-то, понимаете? И вот таким образом выживать, как говорится. А сейчас вообще у меня ж без вариантов, у меня просто сейчас нет никаких шансов ни единых. Ни единого шанса у меня сейчас нету на заработок по удаленке. Ну, в общем, вы поняли. Потому что нету у меня устройства, хорошего, мощного устройства для работы. Вот такая вот печальная ситуация. И приобрести его не имею возможности. В общем, как-то так вот у меня все происходит, к большому сожалению. Ну, в общем, вы поняли всю ситуацию. Я буду заканчивать. Все, будьте все благословенны. Следующее видео, ну, когда запишу? Ну, я не знаю, когда запишу. Когда будет возможность, тогда запишу, в общем. Как только появится какая-то ситуация, я запишу обязательно видео. Либо, может быть, это будет прямая трансляция, ну, хотя, ну, на том устройстве, на том смартфоне, какой у меня сейчас есть, я думаю, там получится прямая трансляция без особых проблем. Это в моем предыдущем телефоне была проблема делать прямую трансляцию. А в этом, я думаю, получится все, я же говорю, без особых проблем, я же говорю. В общем, как-то так вот. Ну, в принципе, все, я все рассказал. Если вдруг что, я сразу включусь. Ну, без проблем. Но мало ли, вдруг какие провокации эта сатанинская система будет делать против моей личности. Понимаете? Или что-то еще там. Ну, мало ли что, я же говорю. Я это сразу, как говорится, камеру включаю и фиксирую. Весь беспредел. Ну, в общем, как-то так. Опозорить нечисть поганую на весь мир. Ну, в общем, ну такое чел. Что ко мне лучше не лезть, меня лучше не трогать. Я чел больной. И могу так опозорить на весь мир, что мало не покажется. А за моей жизнью наблюдают, напомню еще раз, международные правозащитные лица серьезные. Организации некоторые за мной наблюдают, за моей жизнью. В общем, как-то так вот. Я подстраховался в свое время. Сейчас они наблюдают за моей всей жизнью. Единственное, что они не всегда, они не могут помочь мне, вот, как материально, как бы, понимаете, да, по разным причинам. Но в правовом поле они следят, смотрят, фиксируют, в общем, как-то так вот. В общем, мониторят, как сказать, мою жизнь, в общем. На всякий случай. Дальше они знают, что нужно делать, в случае чего. Ну, в общем, как-то так. Ой, вот такие вот дела, дорогие мои. Все, я буду заканчивать, я все рассказал. У нас уже похолодало, напоследок добавлю о погоде. Похолодало. Сейчас у нас от силы 22-23 градуса. В общем, сейчас погода упала, жара спала. То было, вы ж помните, чуть ли не 30 градусов жары. Было 29, 28, а сейчас стало вот 23, 24. Днем было 23, сейчас 21 градус тепла. Ну, как-то так. Но это терпимая нормальная погодка, в принципе. В общем, как-то так вот. Все, я заканчиваю. Ну, добавить мне уже нечего. Все, я все, что уже мог и вчера рассказал вам. И сегодня уже все свои моменты я еще дополнил, сегодня рассказал. Ну, уже мне просто, я не знаю, уже нечего добавить. На данное время у меня больше информации никакой нет. Вот я вышел, чтобы рассказать вот такой вот моменты, вот такие в моей жизни, такие, очень такие, ну, печальные, так скажу. Нехорошие. Сейчас я ищу финансы на пропитание и лекарства, я напоминаю. Все мои реквизиты, карты, вообще все мои данные на моей странице Facebook, которая ссылка указана на моем здесь YouTube канале. Заходите на вкладку о канале, там все мои ссылки, где я есть во всех соцсетях. И туда заходите,
И там на Facebook странице моей закрепленная публикация, там моя просьба о помощи моя, и там все реквизиты карт, там все, как мне помочь, там все описано, четко расписано все. В общем, как-то так вот. Все, молитесь за мое здоровье, за мое финансовое положение, за улучшение моего состояния и здоровья, финансового. За мир в Украине молитесь, чтобы эта вся дьявольщина, эта война проклятая закончилась наконец. Чтобы мы наконец на своей земле здесь украинской зажили спокойно и стабильно, наконец-то. В общем, как-то так вот. Молимся за это все, чтобы эта сатанинская система наконец прекратила над нами издеваться, чтобы геноцид был остановлен во имя Иисуса Христа. В общем, как-то так вот. Вот такие вот дела. Ну что ж, пусть Иегова Бог всех вас будет благословит. Будем все благословенны. Будем жить в чистоте и святости. Ходить во свете, а не во тьме. Верить в живого Бога Иегову. И признавать Его Сына Иисуса Христа, Выкупителя нашего на столбе 2000 лет назад. Ну, в общем, как-то так. Будем вот молиться Ему, утешаться Иеговой Богом нашим. Прославлять Его, молиться Ему. В общем, как-то так. Будем стремиться к чистоте и святости в своей жизни. В общем, такие вот дела. Как я это и делаю. Ежедневно это делаю. Борясь со всякими страстями, со всякими там... То, что сатана пытается мысли всякие свои эти мне внушить. Пытается навязать. Соблазны всякие. Я все это избегаю, ухожу, молюсь. В общем, избегаю всего, что сатана хочет мне соблазны всякие подставить мне. Я этого избегаю. Как огня, как говорится, как огня. И держусь чистоты и святости. Ну, в общем, вы поняли. Живу как праведник. В общем, вы поняли, да? Живу благочестивой жизнью. Без вредных привычек. Вот так как-то. Все будьте благословенны. Иегова Бог над нами и враги под нами. Да и аминь. Все, заканчиваю видео.